В этом фиолетовом море концерт Джина на бис был наполнен не только музыкой, он был наполнен чувствами, витавшими в воздухе. Он был наполнен смехом, слезами и гордостью, которую трудно описать словами. Тысячи армий пришли с лайтстиками, их сердца загорались в унисон, словно крошечные звезды, дышащие во тьме. Раздались крики радости. На большом экране Джин сиял теплой улыбкой. И среди тысяч лиц, устремленных на сцену, сегодня вечером было что-то особенное. Что-то, что заставило фандом замереть, затаив дыхание. По фиолетовому морю пополз небольшой слух. «Ты видел это?» Ранее на трибунах была фигура, похожая на Чингука. «Серьезно?» «Я тоже видел, но, с другой стороны, это был Тэхён». «Не шути, ладно?» «Но, стиль кепки такой похожий, клянусь». Все началось с одного-двух твитов. Затем, буквально за считанные минуты, лента фандома превратилась в волну. Хештеги начали расти, распространялись размытые видеозаписи, и фандом, как обычно, с нетерпением начал изучать маленькие таблички. В тот вечер концерт Джина внезапно приобрел совершенно иной смысл. Это была не просто ностальгия по тому, что он наконец-то снова вышел на сцену, но и возможность увидеть в зале еще два имени. Тэхён. Чингук. Два имени, которые всегда приносили особое тепло в фандом. Два человека, которые давно известны не только своей музыкой, но и очень настоящей связью, построенной на единении, смехе и непоколебимой поддержке. Фандом начал искать доказательства. Увеличивая фотографии, прокручивая видео, сравнивая куртки, походку, даже форму рук. Его кепка точно такая же, как у Чингука на вчерашнем концерте. И его черная куртка так в стиле Тэхёна. Они что, сошлись? Никто точно не знал. Но именно в этом и заключается магия, не в уверенности, а в ощущении. Ощущение, что, возможно, среди ликования тысяч людей две фигуры, столь близкие сердцам армии, тоже молча присутствовали, празднуя счастье Джина. Пока камеры снимали море фиолетового и улыбки фанатов, были маленькие уголки, которые могли уловить только те, кто верил. Дело было не в том, чтобы их видели, а в ощутимом присутствии. Фандом знал, что если бы Тэхён и Чингук действительно были там, они бы предпочли молчать. Им не нужен был свет софитов, им не нужно было объявление. Они просто стояли посреди этого моря любви, наблюдая, как их Хён снова сияет. Мне очень нравится, как они всегда появляются молча, но при этом восхищают мир. Им не нужно ничего говорить. Одного кадра достаточно, чтобы фандом впал в истерику. По мере того, как ночь тянулась, предположения росли. Некоторые говорили, что они прибыли в разное время. Другие говорили, что они сидели в одном месте, но намеренно держались порознь. А третьи были убеждены, что эти двое пришли вместе с самого начала, просто выбрали самое тихое место для наблюдения. Что бы это ни было, одно было несомненно. Их присутствие, настоящее или нет, согревало сердце фандома. Как будто мир ненадолго вернулся в то время, когда они все еще были на одной сцене. Когда их смех переплетался, и каждая песня становилась частью общей истории. В тот вечер Джин спел свою последнюю песню. Его голос тихо разносился эхом, пронизывая тысячи подпевающих голосов. И среди всего этого фандом почувствовал нечто невидимое, но реальное. Гордость. Тоску. Чувства, которые могут понять лишь те, кто видел 7 людей, стоящих бок о бок на сцене, разделяющих одну и ту же мечту. Если они действительно здесь сегодня вечером, то пришли не просто посмотреть. Это форма любви. Форма поддержки, которую не обязательно демонстрировать миру, а просто чтобы узнать друг друга. В мире, полном прожекторов, иногда самые искренние вещи происходят в тени. И в тот вечер эти тени казались очень живыми. Свет прожекторов медленно померк, но рев зала не утих. Все по-прежнему держали свои лайтстики высоко в воздухе, сияя фиолетовым, словно многозначительное ночное небо. Джин улыбнулся, низко поклонился и поблагодарил их дрожащим от волнения голосом.
И каким-то образом, среди тысяч оваций, некоторым армии показалось, будто еще одна пара глаз тоже наблюдает издалека. Это безумие, мне кажется, или там действительно есть силуэт, вылитый Чингук? Я только что видел Фанком с другого ракурса, клянусь, а это Тэхён. Они точно придут. Они бы точно пришли за Джином. Может, это просто воображение. Может, это что-то более реальное, чем просто слухи. Но фандом знает, иногда чувствам не нужны доказательства, чтобы поверить. В тот вечер стадион окутывало тепло. В воздухе витало что-то мягкое и знакомое, словно старый смех, звучащий среди новых радостных возгласов. И хотя камера так и не запечатлела их лица, присутствие этих двух имен словно ожило среди тысяч огней. Через несколько минут после окончания концерта фандом взорвался. Размытые фотографии, дрожащие видео и слабые аудиофрагменты распространялись со скоростью лесного пожара. Каждую секунду изучали, увеличивали и сравнивали. Посмотрите на это. Фасон его куртки точно такой же, как у Тэхёна в аэропорту. Я увеличил изображение на 300%. Уверен, это Чингук, хотя я видел его только сбоку. Они там. Я чувствую это. Но среди всей этой суматохи раздавались и более тихие голоса. Голоса, которые не хотели ничего доказывать, а просто хотели чувствовать. Они знали, что иногда любовь и поддержку не нужно заявлять, их просто нужно почувствовать сердцем. Мне все равно, они это или нет. Важно то, что они всегда поддерживают друг друга. Даже если это всего лишь слух, так приятно представлять их там. Слухи быстро разнеслись. И, как ни странно, среди всего этого фандомного шума атмосфера не казалась хаотичной, наоборот, она была теплой. Как будто весь фандом в унисон праздновал невидимое, но очень реальное присутствие в их сердцах. И, как обычно, потребовалось всего несколько минут, чтобы весь фандом узнал. Да, это был Чингук. И да, атмосфера была такой. Тэхёновской. Почему кажется, что эта песня предназначена для кого-то? Подпись короткая, но смысл такой глубокий. Не знаю почему, но каждый раз, когда Чингук публикует что-то подобное, на ум приходит Тэхён. Вот такие они. Два имени, которые даже без слов могут завязать долгий разговор. Два сердца, которые, кажется, умеют приветствовать друг друга без слов. Не мучительная тоска, а нежная тоска. Такая, которая заставляет улыбаться при просмотре старых видеоклипов или при звуке смеха, когда-то наполнявшего экран. Я только что пересмотрел старый выпуск Run BTS, так по ним скучаю. У Тэхёна и Чингука есть свой особый способ согреть все вокруг. Иногда тоске не нужна причина. Одного голоса, одного взгляда или одного воспоминания достаточно, чтобы все вернуть к жизни. И, возможно, они тоже так чувствуют. Хотя сейчас они заняты своей жизнью. Среди плотного графика всегда есть небольшой промежуток, когда воспоминания нахлынут. О временах, когда они смеялись в репетиционной. Или выпивали за кулисами. Или просто обменивались взглядами перед выступлением. Все это кажется таким далеким и в то же время таким близким. Мне кажется, даже если время разделяет их связь никогда не угаснет. Некоторым отношениям не нужно часто видеться, чтобы чувствовать себя настоящими. Тоска, неслышно, продолжает расти. Не как яркий огонь, а как маленький теплый уголек в груди. Тихий, нежный и долгий. Каждый раз, когда фандом начинает скучать по ним обоим, всегда всплывают какие-то мелочи. Как знак того, что они тоже помнят друг друга. Может быть, в конце концов, мы все просто учимся любить самым тихим образом. Без лишних слов, без особых доказательств. Но с чувствами, которые всегда честны. История Тэхёна и Чингука не о слухах. Не о том, кто с кем. Она о том, как две души могут найти друг друга. Расти вместе.
И продолжать ценить друг друга, даже когда мир продолжает меняться. Тэхён здесь не для того, чтобы его видели, а для того, чтобы его чувствовали. Вместе, в тишине. Спасибо, что вы часть этой истории. За каждый теплый комментарий, за каждую поддержку, за каждую веру. Этот фандом живет благодаря сердцам, которые нежно любят. Как и их. И пока на небе фиолетовый. История будет продолжаться. За Тэхёна. За Чингука. За армию, которые всегда верят.